Представьте, в стране экономические сложности, застой и кризис. Авторитарный правитель начинает терять популярность и думает, на что бы переключить внимание граждан, желательно так, чтобы вдобавок заслужить славу национального героя. И решает устроить маленькую победоносную войну. В качестве противника он выбирает не кого-нибудь, а европейское государство из блока НАТО, ядерную державу. Он уверен, что сможет победить, ведь он диктатор с железной волей, а все эти трусливые демократы только и умеют, что переливать из пустого в порожнее. Но военная авантюра заканчивается катастрофой. Демократия сумела преодолеть свои слабости и показать зубы. Вместо того, чтобы обрести признание, народную любовь и памятники при жизни, диктатор подписал себе приговор. Сегодня мы расскажем о конфликте за Фолклендские острова. В 1982 году Аргентина бросила вызов Великобритании и проиграла. Но поражение открыло для страны путь к избавлению от диктатуры. Война за расположенный на краю Земли крошечный антарктический архипелаг изменила облик мировой политики. Аргентина – страна с очень непростой судьбой. Она появилась в XIX веке в результате революции и колониальной войны против испанцев. На протяжении всей своей истории она переживала то военные перевороты, успешные и не очень, то диктатуры, долговременные и нет, то вообще гражданские войны. Едва ли не главную роль в аргентинской государственности играла армия. Генералы снимали и назначали президентов, определяли курс развития страны, руководили внешней политикой. В середине 70-х власть в стране взяла военная хунта во главе с генералом Хорхе Виделой и установила очередную диктатуру. Распустила парламент, ввела цензуру, запретила профсоюзы. Военные назвали этот период процессом национальной реорганизации, но впоследствии он получил имя «Грязная война». Власти крайне жестоко действовали против народа. По ночам эскадроны смерти похищали людей, заподозренных в оппозиционных взглядах. А под подозрение мог попасть кто угодно. За время правления хунты жертвами террора стали около 30 тысяч человек. Внутри самой хунты, надо сказать, тоже все было не слава богу. В марте 81-го генерала Хорхе Виделу свергли. Президентом стал еще один генерал, Роберто Эдуардо Виола. Как сыр. Этот продержался до декабря. Его, в свою очередь, сверг Карлос Лакоста. Для разнообразия не генерал, а вице-адмирал. У руля Лакоста продержался целых 11 дней. 22 декабря 81-го президентом стал генерал Леопольдо Гальтьери. Я специально перечислил всех этих славных деятелей, чтобы вы представляли, какой безумный хоровод правителей увидели аргентинцы за считанные месяцы. Леопольдо Гальтьери был абсолютным ноунеймом, очередной какой-то генерал, дорвавшийся до власти. Всю жизнь он служил в армии, за пределами вооруженных сил его мало кто знал. Ни о какой общественной поддержке Гальтьери речи и вовсе не шло. В довершение всего по Аргентине ударил начавшийся в 70-е годы мировой экономический кризис, что подорвало доверие к правительству окончательно. Короче, повышение популярности для свежеиспеченного главы государства стало вопросом политического выживания, иначе он рисковал через месяц-другой уступить президентский пост следующему генералу. Гальтьери решил сыграть на чувстве национальной гордости, вернуть в родную гавань Фолклендские острова. Фолкленды, из-за которых разразилась война, это небольшой архипелаг на юге Атлантического океана, площадью как треть Московской области. Скалы, пингвины и ледяное дыхание Антарктиды, до которой всего-то 1500 километров по прямой. В середине 18 века на островах обосновались англичане, но уже через пару лет их прогнали испанцы. Из-за этого едва не случилась большая война между европейскими империями. Однако в 1771 году стороны сумели договориться. Британцы вернули себе колонию на островах. Правда, испанцы добавили в соглашение оговорку, что суверенитет над Фолклендами остается за ними, а англичане то ли проморгали этот абзац, то ли сочли несущественным. Вскоре началась война за независимость США. Английский гарнизон отправился в Северную Америку. На Фолкленды снова вернулись испанцы.
1816 году контроль над Фолклендами забрали только что обретшие независимость Соединенные провинции Южной Америки. Так тогда называлась сегодняшняя Аргентина. Контроль был совершенно формальный. Потомки английских колонистов жили собственной жизнью. И в 1834 году они радостно приветствовали возвращение Британской империи. Англичане обосновались на архипелаге всерьез и надолго, основав здесь морскую базу. Аргентина при этом продолжила считать Фолкленды своими, как продолжает и сейчас. Основной аргумент – то самое соглашение 1771 года, по которому суверенитет над островами принадлежит Испанской империи, а значит и Аргентине, как ее наследнице. Спор этот имеет даже топонимическое измерение. Если британцы называют острова фолклендскими, то аргентинцы – мальвинскими, как говорили еще испанцы. После Второй мировой войны, когда Британская империя распалась окончательно, в Лондоне всерьез задумались, зачем им нужен архипелаг на другом конце света. Никаких полезных ископаемых там нет, население меньше 2000 человек. В 1960 году британцы начали переговоры с аргентинскими властями о продаже Фолклендов или даже о бесплатной их передаче. Но категорически против такого решения выступили местные жители. Они были потомками британских колонистов, по-испански почти не говорили, а в Аргентине в те времена творилось не пойми что. Островитяне подняли такой шум, что его услышали даже в Вестминстерском дворце. Парламентская оппозиция использовала недовольство жителей Фолклендов для критики правящей партии. Переговоры были поставлены на паузу. И через 15 лет о Фолклендах вспомнил воинственный генерал Гальтьери. Со стороны нападение на одну из стран, основавших НАТО, выглядело как самоубийство. Но на самом деле у Гальтьери были неплохие шансы на успех. Во-первых, острова намного ближе к Аргентине, чем к Британии. Организовать операцию по освобождению Фолклендов для Великобритании было бы крайне сложно чисто логистически. Во-вторых, Аргентина была к этой авантюре неплохо подготовлена. У нее был флот, включавший даже авианосец, как ни иронично, британского производства. И было 200 самолетов, которые могли потопить корабли, идущие на подмогу гарнизону Фолклендов. Ну а в-третьих, мировой экономический кризис ударил и по Европе. Британия оказалась в тяжелой ситуации, вполне сопоставимой с Великой депрессией 30-х годов. Безработица подскочила в 2 раза. Промышленное производство рухнуло. Постоянно бастовали то шахтеры, то работники сталелитейных заводов, то даже сотрудники тюрем. В общем, Гальтьери вполне мог обоснованно предполагать, что Лондону будет совершенно не до защиты каких-то там скал близ Антарктиды. Расчет аргентинского диктатора был прост. Захватить острова, чтобы никто не успел опомниться, а дальше провести все в плоскость бесконечных обсуждений в ООН, выражений глубокой озабоченности, составления дорожных карт по урегулированию конфликта и так далее. Поначалу все шло идеально. «2 апреля 1982 года в 4:30 утра группа аргентинских спецназовцев высадилась с подводной лодки «Санта-Фе» на берег Фолклендов, захватила маяк и подготовила к побережью к высадке основного десанта. На островах находилось порядка 100 английских солдат и офицеров. Они пытались оказать сопротивление и даже застрелили одного аргентинского солдата, но силы были неравны. Британский губернатор Фолклендов Рекс Хант приказал гарнизону сложить оружие, чтобы избежать бессмысленных жертв. Морпехов отправили в Великобританию, а губернатора Ханта аргентинцы вывезли в Уругвай. Там он и остался до окончания войны. Вторжение транслировалось в прямом эфире островной радиостанции. Ведущий Патрик Уотс принимал звонки от местных жителей, которые рассказывали, в каких локациях аргентинцы высадились, куда движутся, где происходят перестрелки. This is the Falkland Islands Broadcasting Studio. Now, we've just had a call from Alistair Grieve. Alistair, I understand that you've sighted some of the vehicles, have you? I had a quick look out through the curtains and all I could see was smoke, so I honestly haven't a clue what's happening. But there's been some really heavy bangs, the whole place is shaking. It's a bit nerve-wracking to say the least. There's a lot of machine gun fire and fairly small arms fire as well. Вскоре захватчики добрались и до студии, где вступили в конфронтацию с самим Уотсом.
They were full of excitement and you know, oh yeah, this is great, and they were shouting to each other and making jokes, and some were smoking and they had guns with them. So I thought, well, what the heck, I'm going to go on the attack here. So I said, right, no more smoking, cut the noise and put those guns out in the passage. And you know, they did. Вскоре Уотс и вовсе выгнал аргентинцев из студии. Его раздражало, что те маячат с автоматами наперевес. Радиостанция отстояла свою независимость, но в остальном операция прошла молниеносно и успешно. Острова были присоединены к Аргентине. Столицу, город Порт-Стенли, переименовали в Пуэрто-Архетино. В Буэнос-Айресе ликующие демонстранты вышли на улицы. Генерал Гальтьери торжествовал. Теперь его диктатуре, казалось бы, ничего не угрожает. На следующий день ситуацию на Фолклендах рассматривает Совет Безопасности ООН. Лондон вносит резолюцию, в которой требует немедленного вывода всех аргентинских войск из зоны конфликта. Mr. President, I cannot find words strong enough to express my government's condemnation of this wanton act of armed force. Гальтьери рассчитывал, что на резолюцию наложит вето СССР, главный противник Британии и США. Но Советский Союз возьми да и воздержись при голосовании. Резолюцию приняли. Москве было выгодно, чтобы Аргентина угодила под санкции. Тогда единственным местом, куда она смогла бы поставлять зерно и мясо, остался бы как раз СССР. Принятие резолюции Аргентине не понравилось. Но главной проблемой оказалось поведение премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Тэтчер была отчасти в таком же положении, что и генерал Гальтьери. Нет, она, конечно, не захватывала власть, но ее позиции тоже были довольно шаткими. Тэтчер возглавила правительство за 2 года до нападения на Фолкленды. Британия досталась ей в ужасном состоянии. Финансовый кризис, безработица, необходимость принимать жесткие меры, чтобы сдержать инфляцию. Тэтчер подняла налоги, резко сократила государственные расходы, десятки тысяч госслужащих вмиг пополнили армию безработных. Особенно непопулярным оказалось решение «Железной леди» ввести плату за молоко, которое раньше школьники получали бесплатно. За это к ней приклеилось еще одно прозвище – Тэтчер Милк Снетчер, то есть похитительница молока. Рейтинг Тэтчер весной 1982 года не превышал 25%. Это был самый низкий показатель для премьер-министра Великобритании за всю историю проведения опросов. А через год предстояли парламентские выборы, на которых консервативной партии под руководством Тэтчер светило разгромное поражение. Тэтчер, как и Гальтьери, просто необходимо было набрать популярность. И как и Гальтьери, Тэтчер увидела замечательную возможность сделать это с помощью маленькой победоносной войны. Я точно знала, что нужно делать. Фолкленды нужно вернуть. Ведь там, на островах, наши люди. Их верность и преданность королеве и стране никогда не подвергались сомнению. И, как часто бывает в политике, вопрос состоял не в том, что делать, а в том, как это можно сделать. Когда разведка сообщила о приближении к Фолклендам аргентинского флота, кабинет Тэтчер провел несколько экстренных совещаний. Министры были растеряны. Готового плана военной кампании в Южной Атлантике не существовало. Кому бы это в голову пришло? Министр обороны Джон Нотт сильно сомневался, что такая кампания вообще возможна. Но Тэтчер настояла на решительных действиях. В день захвата Порт-Стенли 2 апреля 1982 года Великобритания разорвала дипломатические отношения с Аргентиной. Были заморожены все аргентинские вклады в английских банках. Дальше больше. За считанные дни британцы уговорили немцев и французов расторгнуть контракты на поставки хунте оружия. Речь шла о 2 фрегатах и большой партии противокорабельных ракет. Кроме того, европейские страны очень быстро договорились о введении санкций, включая полный запрет на импорт товаров из Аргентины. Но главное, британский флот начал готовиться к отражению агрессии. Правда, сомнения Джона Нотта были вполне обоснованными. Дела у британского флота обстояли так себе. Много столетий Англия была абсолютной владычицей морей. Вот только к 80-м годам 20 века этот статус потерял актуальность.
Из-за экономического кризиса расходы на флот пришлось резко сократить. Часть кораблей была продана, часть списана на металлолом. Самый современный корабль, ракетный эсминец «Шеффилд», постоянно находился то на доработке, то в ремонте. В итоге к берегам Фолклендов отправили 43 корабля, в том числе 2 авианосца, 8 эсминцев, 6 подводных лодок. Это были все боевые корабли, оставшиеся в распоряжении британского флота. Но для переброски и снабжения десанта их оказалось недостаточно. Тогда, прямо как в годы Второй мировой войны, Адмиралтейство реквизировало частные суда. Например, контейнеровоз «Атлантик Конвейер». Он был переделан в вертолетоносец. А лайнер Queen Elizabeth II, на тот момент самый большой и роскошный пассажирский корабль в мире, использовали для переброски на Фолкленды морпехов. На авианосцах, настоящих и импровизированных, расположились военно-воздушные силы. Около 70 самолетов и 130 вертолетов. А на пассажирских кораблях разместили бойцов сухопутных сил. Около 9000 человек. Им предстояло выполнить главную задачу – подавить сопротивление аргентинской армии и вернуть Фолкленды британской короне. До островов было несколько недель пути. Казалось бы, у аргентинцев есть время подготовиться. Однако внезапно удар в спину Гальтьери нанес его коллега-диктатор генерал Пиночет. Пиночет внезапно вспомнил старый территориальный спор между Аргентиной и Чили и отправил к границе войска, чтобы с одной стороны защитить свою территорию, если после Фолклендов Аргентина решит переключиться на Чили, а с другой воспользоваться ситуацией, если операция на Фолклендах вдруг пойдет не по плану. Война с чилийцами так и не начнется, но ситуация сыграет на руку англичанам. Аргентинцам пришлось перебросить части сил на запад страны, причем это были самые боеспособные войска. Руководство хунты до последнего верило, их флота и авиации хватит, чтобы отразить вторжение англичан. И до десанта дело не дойдет. Поэтому войска, защищавшие острова, состояли из плохо обученных срочников, вспомогательных соединений и военной полиции. У нас были самые простые палатки, а половина вооружения была неисправна, реально неисправна. Меня обучали, как обращаться с винтовкой всего 1 день. Это же ужас был, как я боялся. А погода? Да одна лишь погода меня с ума сводила. Из плюс 30 нас перебросили в минус 15 или даже минус 20. Но аргентинский флот представлял собой действительно внушительную силу. В распоряжении вице-адмирала Хуана Хосе Ломбарда был аж авианосец, а еще крейсер, 4 эсминца, 2 подлодки и всего около 40 кораблей. У войны с Аргентиной было множество противников. Одним из них был американский госсекретарь Александр Хейг. Что довольно парадоксально, Хейг слыл тем еще ястребом. До прихода в Белый дом он служил главнокомандующим сил НАТО, возглавлял американские войска в Европе, а уже на посту госсекретаря однажды заявил, что есть вещи поважнее, чем мир. Но в ситуации с Фолклендами американцы пытались лавировать. С одной стороны, портить отношения со старым союзником Великобританией было совершенно немыслимо. С другой, не хотелось терять Аргентину, нового партнера в борьбе с коммунистической угрозой. Ну а лично перед Хейгом замаячила перспектива стать вторым Генри Киссинджером. И чем черт не шутит, может и получить свою Нобелевскую премию мира? Поэтому весь апрель 1982-го Хейг буквально жил в самолете, курсируя между Лондоном и Буэнос-Айресом. Миссия, которую взвалил на себя госсекретарь, оказалась невыполнимой. Англия стояла на своем. Немедленный вывод аргентинских войск, а потом поговорим. Аргентинская хунта по-прежнему отказывалась верить, что британцы не блефуют и действительно собираются воевать. А если Королевский флот и доберется до Фолклендов, то будет, мол, немедленно разгромлен. К концу апреля Хейг оставил попытки примирить противников и вернулся в Вашингтон. США однозначно встали на сторону Великобритании. Но у Тэтчер хватало проблем и дома. Самым ярым противником силового решения конфликта был британский министр иностранных дел Фрэнсис Пим. В конце апреля он летал в США на встречу с Хейгом и привез в правительство такое предложение. Будет установлен переходный период, в который определится судьба островов. В это время на Фолкленды зайдут американские войска, которые будут следить за аргентинцами. По мнению Пима, это был отличный вариант, отвечающий интересам Британии.
You know the difficulties, the seriousness of the problems, and we'll do our best to see if we can make some progress. Тэтчер восприняла предложение крайне враждебно. Она понимала, после реализации этого плана конфликт между Англией и Аргентиной никуда не исчезнет, зато появится третий претендент на Фолкленды – американцы. Пойди попробуй их потом выставить с островов. Против войны выступала и оппозиция. I do want to warn people against a belief that Britain can now simply reinvade the islands and get them back. It's going to be mighty difficult to do it, and I think it's going to be the main emphasis now will have to go on diplomacy, getting the maximum pressure. I suspect that only the American administration and President Reagan has any chance of being listened to by this Argentinian junta. I'm not sure they will be. It's a very vicious, nasty government with no respect of human rights. They've obviously made a deliberate decision, and there's no chance of them giving this up without a very bitter fight. Не было никаких сомнений. Любая ошибка могла поставить крест и на войне, и на карьере Маргарет Тэтчер. И все же она решила рискнуть. «25 апреля британский флот доплыл, наконец, до Южной Атлантики, и империя нанесла ответный удар. Английские морпехи высадились на острове Южная Георгия, что в 1000 километров от основного Фолклендского архипелага. Аргентинский гарнизон там был совсем малочисленным, и ему отдали приказ не вступать в бой, так что остров вернулся под британскую корону бескровно. В тот же день английские вертолеты возле Южной Георгии вывели из строя аргентинскую подлодку «Санта-Фе». Стало понятно, Лондон настроен серьезно и шутить не намерен. Вскоре серьезность намерений продемонстрировала и лично Тэтчер. 30 апреля британская подлодка обнаружила 3 корабля противника. Флагман аргентинского флота, крейсер «Генерал Белграно» и 2 эсминца. Вообще у англичан был приказ искать только аргентинский авианосец. К тому же крейсер с эсминцами находились вне 200-мильной зоны отчуждения вокруг Фолклендов. Военное командование в Лондоне колебалось и не торопилось разрешать атаку. Целый день ушел на переговоры. В итоге приказ отдала лично Маргарет Тэтчер. В 4 часа 2 мая подлодка выпустила по крейсеру 3 торпеды. Крейсер «Генерал Бельграно», когда-то назывался «Феникс», построен был в США незадолго до Второй мировой войны. Он пережил атаку на Перл-Харбор в декабре 1941-го, прошел всю войну, сражаясь против Японии в Тихом океане. В начале 50-х американцы продали «Феникс» аргентинцам. Те его модернизировали и переименовали в честь своего национального героя времен войны за независимость. Теперь за генералом Белграно пришла другая война. Через полчаса после атаки крейсер затонул. Из 1000 человек, находившихся на борту, погибли 323. Генерал Бельграно стал крупнейшим военным кораблем, потопленным в ходе боевых действий после окончания Второй мировой войны. Британский таблоид The Sun отозвался на гибель Бельграно издевательским заголовком «Гоча!», то есть «попался!». Для аргентинского командования потеря флагмана стала шоком. Флот вернулся на базы и в войне больше не участвовал. Но у Гальтьери еще оставалась авиация. Самолетов у аргентинцев было больше, чем у англичан. Диктатор рассчитывал нанести противнику критический ущерб, потопить несколько больших кораблей и сделать десантную операцию невозможной. Он был уверен, что это заставит Тэтчер сесть за стол переговоров. 4 мая, через 2 дня после гибели генерала Бельграно, аргентинский истребитель выпустил 2 ракеты по британскому эсминцу «Шеффилд». Тому самому, который со времен спуска на воду чаще стоял в ремонте, чем выходил в море. От удара ракеты начался пожар. Его пытались тушить больше суток, но тщетно. «Шеффилд» пошел ко дну. Погибли 20 человек. И хотя число жертв было существенно меньше, чем на аргентинском крейсере, гибель «Шеффилда» шокировала уже британцев. Это был первый их военный корабль, потерянный со времен Второй мировой. Гибель «Шеффилда» изрядно поколебала веру политического руководства в силу британского флота. Чтобы высадить десант лайнером и морпехом, нужно было подойти к Фолклендам, а господства ни на воде, ни в воздухе у англичан по-прежнему не было.
гибель корабля с тысячами бойцов на борту стала бы катастрофой для правящей партии. На экстренном заседании правительства члены Кабинета министров забрасывали Тэтчер и ее главного военного советника Левина неприятными вопросами. Как получилось, что ракетный эсминец, который вообще-то призван прикрывать флот от атак с воздуха, был так легко уничтожен аргентинским самолетом? Способен ли британский флот в принципе противостоять аргентинцам? И вообще, зачем воевать за никому не нужные острова? Тэтчер, руководитель демократически избранного правительства, даже под невероятным давлением делала то, что обычно демократическим лидерам не свойственно. Шла напролом. 18 мая кабинет заслушал план операции по высадке десанта, получивший название «Сатан». Для высадки британцы выбрали залив Сан-Карлос. Аргентинцы не ожидали удара с этой стороны. Они готовились отражать нападение непосредственно в бухте Порт-Стэнли. Ранним утром 21 мая дежурный офицер аргентинской армии доложил в штаб: в залив входят 2 британских корабля. В штабе решили, что это отвлекающий маневр. На всякий случай отправили на разведку самолет. Добравшись до Сан-Карлоса, летчик в ужасе сообщил: перед ним весь британский флот. На рассвете английские войска начали высадку. На берег десантировалась бригада морпехов, около 4000 человек. Их встретил аргентинский гарнизон, но совсем небольшой, порядка 40 человек. Они почти сразу отступили вглубь острова. Местные жители встретили британцев с большой радостью и тут же бросились им помогать. На своих тракторах они перевозили боеприпасы и оружие, предоставляли свои дома для размещения и отдыха. Но аргентинцы не планировали сдаваться без боя. Начались массированные налеты на британские корабли. Утром 21 мая был потоплен фрегат «Ардент». Еще несколько кораблей получили повреждения. Открыли настежь врата ада. Небо наполнилось самолетами, главным образом миражами и скайхоками. И битва пылала более 6 часов. Атаки продолжались и в следующие дни. Погибли фрегат «Энтилоп» и эсминец «Ковентри». Пошел ко дну «Атлантик Конвейер» вместе с тяжелыми десантными вертолетами, критически важными для наземной операции. Если бы так пошло и дальше, у британцев очень скоро закончились бы корабли, и операция «Сатан» завершилась бы оглушительным провалом. Командование в Англии требовало как можно быстрее перейти к наземной операции, но никак не получалось подготовить ее по всем правилам. Полностью разгрузить вооружение, организовать снабжение, развернуть мобильные госпитали. Аргентина теряла самолеты десятками в день, но успешно препятствовала развертыванию британских сил. Тогда на Фолкленды срочно отправился генерал Джереми Мур, до того момента руководивший операцией из Англии. Он взял командование на себя, пренебрег правилами и велел начать наземную операцию немедленно. — 26 мая десантники 2-го парашютного батальона, около 700 человек, выдвигаются в сторону поселков Гус-Грин и Дарвин. Аргентинское командование к такому развитию событий подготовилось и заранее перебросило подкрепление к Гус-Грин. Началась первая наземная битва Фолклендской войны. Гус-Грин и Дарвин находятся на узком перешейке, который соединяет 2 части острова. Захвати их, и ты отрежешь от столицы всю южную часть. Кроме того, возле Гус-Грин находится аэропорт, откуда аргентинская авиация совершала атаки на корабли в бухте Сан-Карлос. Аргентинцы важность Гус-Грина понимали, и не хуже, чем британцы, поэтому окопались и оказали ожесточенное сопротивление. Ключевым пунктом их обороны был холм Дарвин, возвышающийся над поселком. Утром 28 мая англичане попытались прорвать линию обороны на холме, но первая атака захлебнулась. Командиру батальона, подполковнику Герберту Джонсу, пришлось лично возглавить второй штурм. Буквально через несколько минут Джонс получил смертельное ранение. Лишь к часу дня 28 мая англичанам удалось сломить сопротивление противника и захватить траншеи на вершине холма. К наступлению темноты аргентинцы были окружены прямо в поселке Гус-Грин. На рассвете 29 мая майор Крис Кибл, заменивший убитого комбата Джонса, отправил в расположение обороняющихся 2 пленных с белым флагом и предложением сложить оружие. Предложение было принято. Гарнизон Гус-Грин капитулировал.
Майор Кибл был уверен, в поселке осталось не больше 100 аргентинцев. Он очень удивился, когда оружие сложили около 1000 бойцов. После победы под Гус-Грин англичане воспряли духом. Бессмысленное ожидание закончилось, войска пошли вперед. Но активизировались и сторонники перемирия. На саммите Большой Семерки Рейган передал Тэтчер план установления мира, согласно которому в качестве посредников и миротворцев должны были выступить третьи страны, например, Бразилия и Ямайка. К призывам о перемирии присоединился аж римский папа, который выступил с миротворческой речью не где-нибудь, а в Ковентре, в городе, изувеченном Второй мировой войной. Еще немного, и сопротивляться мирным инициативам стало бы невозможной задачей даже для Железной Леди. Довести военную операцию до победы, то есть захватить столицу Фолклендов, Порт Стэнли, нужно было как можно скорее. На плацдарм в Сан-Карлосе были переброшены дополнительные силы. Поскольку тяжелые транспортные вертолеты пошли ко дну вместе с Atlantic Conveyor, у морпехов остался всего один вариант – пеший марш через весь восточный Фолкленд, по зимней тундре, через болото, под проливными дождями. Англичане передвигались крайне медленно, по несколько километров в день. К тому же аргентинцы не думали сдаваться. В конце мая они дали бой британским войскам на дальних подступах к Порт-Стэнли, на горе Кент. Выбить неприятеля с позиции англичанам удалось лишь после нескольких дней сражения. Заставляла хлопоты аргентинская авиация. Наиболее успешным оказался налет 8 июня на бухту Блаф к юго-востоку от Порт-Стэнли, где англичане высадили еще один десант. 50 человек погибли. Десантный корабль «Сэр Галлахенд» пришлось затопить. 10 июня британцы наконец блокировали Порт-Стэнли. С севера и юга город окружили сухопутные силы. Они один за другим захватывали укрепрайоны аргентинцев, расположенные на холмах вокруг города. Боевой дух защитников, преимущественно насильно согнанных на войну призывников, упал до нуля. Чаще всего, завидев наступающих морпехов, аргентинские солдаты просто уходили с позиции, чем немало удивляли атакующих. Подполковник Эндрю Уайтхед, командир английского отряда, описывал свое изумление так: «Имея 120 человек, я бы умер от старости, удерживая эти горы». Но порой аргентинцы оказывали жесткое сопротивление. В ночь на 12 июня случилось самое ожесточенное и кровопролитное сражение за всю Фолклендскую войну. Британские морпехи штурмовали гору Лонгдон. Им удалось захватить высоту, но они потеряли больше 20 человек убитыми и 50 ранеными. И все же силы были слишком неравны. Аргентинцы потеряли все ключевые укрепрайоны. Оборона разваливалась. Понимая, что ситуация безвыходная, командующий аргентинской группировкой генерал Менендес запросил у руководства разрешение на капитуляцию. Генерал Гальтьери ответил резким отказом и приказал удерживать столицу любой ценой, ввести уличные бои в городе, если потребуется. Но тех, кто мог сопротивляться, почти не осталось. В 20 часов 59 минут 14 июня 1982 года генерал Менендес подписал акт о капитуляции. На следующее утро английские войска вошли в Порт Стэнли торжественным маршем. Перед резиденцией губернатора был снова поднят Юнион Джек. Радиоведущий Патрик Уотс, который вел прямой эфир в день вторжения аргентинцев, столкнулся на улице с генералом Джереми Муром. Он сказал: вот чего мне сейчас точно не хватает, так это чашки чая. А я ответил: я знаю, где мы можем выпить чаю. У меня дома. И как-то вдруг так получилось, что человек, освободивший Фолкленды, сидел у меня дома, пил чай и закусывал лепешками и пирогом, испеченными моей мамой. За время войны британцы потеряли убитыми 255 человек, аргентинцы — 649. Погибли 3 мирных жителя. Разминирование на Фолклендах заняло несколько десятилетий. При этом, опять же, гибли английские саперы и местные жители. Зато минные поля неожиданно способствовали росту популяции пингвинов. Вес этих птиц оказался недостаточным для срабатывания взрывного механизма. Поэтому они обильно размножались в местах,
куда людям вход был запрещен. Пингвины выиграли. Узнав о падении Порт-Стенли, аргентинцы вышли на стихийные манифестации. Сначала они требовали продолжать войну и вернуть острова, но довольно быстро обратили свое недовольство на собственное правительство. Гибель сотен молодых людей, в основном призывников, в безрезультатной войне привела к массовым протестам и в столице, и в других крупных городах. И подавить эти протесты было уже невозможно. — 17 июня 1982 года, через 3 дня после капитуляции Фолклендов, Леопольдо Гальтьери подал в отставку. La dignidad y el porvenir son nuestros, y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches. Поражение в Фолклендской войне положило конец многолетнему правлению военной хунты в Аргентине. В 1983 году, полностью лишившись поддержки жителей страны, очередной генерал Рейнальдо Биньони объявил о передаче власти свободно избранному правительству. На выборах победил Рауль Альфонсин, не имевший отношения к армии. После вступления в должность он приказал арестовать и Гальтьери, и его предшественников на президентском посту. В 1986 году бывшего диктатора приговорили за развязывание войны против Великобритании к 12 годам тюрьмы. Поражение на Фолклендах нанесло непоправимый удар по репутации аргентинской армии. Много десятилетий армия была государствообразующим институтом, формировала правительство и определяла курс развития страны, а теперь по полной опозорилась. Начала авантюрную войну и бесславно ее проиграла. Больше военных переворотов в Буэнос-Айресе не случалось. С тех пор Аргентина, со всеми ее особенностями и сложностями, демократическая республика со свободно избираемыми органами власти. Провальная военная авантюра обернулась благом для страны. В Англии в результате войны экономические и социальные проблемы отошли на второй план. Страна снова почувствовала себя великой державой. В Лондоне даже состоялся парад Победы. Всем, кто сомневался в силе британского флота и армии, требовал переговоров и призывал к миру, пришлось признать свою ошибку. Еще недавно самая непопулярная глава правительства в истории, Тэтчер, убедительно привела консерваторов к победе на парламентских выборах и сохранила за собой пост премьер-министра, продолжала им быть вплоть до 90-го года. Фолклендская война унесла почти 1000 жизней. Это сопоставимо с численностью населения самих островов. Это очень печально. Люди гибли в бессмысленной войне за мифические национальные интересы, за право обладания скалами посреди океана. Совершенно справедливо аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес назвал этот конфликт «войной двух лысых за расческу». Ни Лондону, ни Буэнос-Айресу на самом деле не нужны были Фолкленды. Но есть в этой войне и поучительный урок. Она наглядно показывает нам, видимость в политике может сильно отличаться от реальности. Великобритания казалась слабой и бесформенной, погрязшей в проблемах и спорах. Но внезапно она собрала волю в кулак, забыла обо всех разногласиях и бросилась в бой с такой отвагой, как будто враг высадился не на богом забытых Фолклендах, а где-нибудь в Ливерпуле. В этом, пожалуй, главное преимущество демократии. Все эти дебаты, свободные выборы, конкуренция партий не делают их слабее. Наоборот, демократия имеет огромный запас прочности. Ведь нет никаких сомнений, что британская демократия пережила бы даже потерю Фолклендов. Это был бы удар по Тэтчер и консерваторам, но не конец жизни для политической системы. А вот Аргентина казалась мощной и собранной. Никаких разногласий, никакой оппозиции, сплошные генералы у власти. Кому же захватывать-то территории, как не подобным диктатурам? Но вот оказывается, что она сделать этого не в состоянии, потому что, как часто бывает, переоценивает свои силы и недооценивает решимость противника. Это ахиллесова пята диктаторов. Они добровольно лишают себя критики, окружают подхалимами, которые приносят лишь приятные вести, и в итоге теряют связь с реальностью. Для таких режимов военное поражение часто становится последней каплей. Если вы даже в войне победить не можете, то зачем вы вообще нужны, говорят граждане. И время хунты заканчивается.
Повторил эту участь и Гальтьери, который вместо национального героя стал всего лишь очередным диктатором, пытавшимся решить свои проблемы с помощью маленькой победоносной войны и в итоге потерявшим все и севшим в тюрьму. Повторим тут избитую истину. Диктаторы, не начинайте войны, даже если уверены, что победа у вас в кармане. До завтра.